Привет! Многие девочки пишут про маску для рук, чтобы она и питала, и увлажняла хорошо руки, и делала ручки ухоженными, а также чтобы избавиться от пигментных пятен на руках. И сегодня делюсь с вами одной из своих любимых масок для рук. Все продукты доступны и думаю, они есть на вашей кухне. Давайте начнем приготовление этой чудо-маски. Для ее приготовления мне понадобится мед. Мед – это природный увлажнитель. Он очень хорошо будет увлажнять и питать наши руки. А также он удерживает влагу в коже и заживляет микротрещинки. Берем 1 чайную ложечку меда. Конечно, желательно, чтобы мед был натуральный и покупать его у проверенных продавцов. Но если такой возможности нет, то берите тот мед, которому вы доверяете. Следующий продукт – это оливковое масло. Также берем 1 чайную ложку. Масло – это наше питание и защита. Оно очень хорошо проникает глубоко в кожу и делает ее мягкой и бархатистой. У оливкового масла очень легкая текстура, она хорошо впитывается, не оставляет жирную пленку на коже. И, конечно же, отлично сочетается с другими продуктами в маске. Хорошо мед и масло нужно смешать. И следующий продукт будет это лимонный сок. У меня сок уже такой готовый. Если у вас такого нет, возьмите обычный лимончик и выдавите из него сок. Также берем лимонного сока 1 чайную ложечку. И опять все тщательно смешиваем. Лимонный сок дает осветляющий, омолаживающий эффект, убирает пигментацию, делает руки молодыми, красивыми и ухоженными. Он хорошо выравнивает тон кожи, а также еще укрепляет ногти. Если у вас ногти ломкие, слоятся, лимонным соком смазывайте ногтевую пластину. Девочки, можно руки просто протирать соком лимона с сахаром или солью. Смешиваю немножко соли, добавляю лимон и делаю скраб для рук. Очень тоже хороший эффект, омолаживающий и осветляющий. И теперь в эту маску я добавляю сахар. У меня коричневый тростниковый сахар, но добавить можно любой в маску сахар, какой у вас есть. Это уже последний ингредиент, и теперь все хорошо вместе перемешиваем. Только смешаете эту маску, сразу наносите ее на руки. Ну, естественно, что руки должны предварительно быть чистыми и подготовленные к нанесению маски. Наношу маску и сразу делаю легкий массаж. Каждый пальчик массируем где-то 1-2 минутки, будет достаточно. И буду оставлять эту маску на 10 минут. Затем смываю ее теплой водой. И если у вас останется маска, нанесите на ножки, на пяточки, стопы. И также хорошо промассируйте и оставьте на 10 минут. И если у вас останется маска, обязательно нанесите ее на ножки, пяточки, стопы. И также хорошо промассируйте и оставьте на 10 минут. Руки становятся после этой маски просто идеально мягкими и ухоженными, как после салона, но у себя дома. Девочки, эта маска просто спасение для наших рук. Кожа очень хорошо ее впитывает. Эффект будет уже после первого применения. Вы увидите, какие ваши ручки стали мягкими, нежными и ухоженными. Сохраняйте обязательно рецепт и побалуйте свои ручки уже сегодня. Также, друзья, не забывайте мыть руки и принимать душ не в горячей воде. Кто-то, знаю, очень любит горячую водичку, но это очень вредно для нашей кожи. И вот мои руки после того, как я смыла маску. Бархатистые, нежные, гладкие и ухоженные. На этом у меня все. Буду ждать ваши отзывы в комментариях. Всем пока-пока. Небольшое количество осталось, как раз его достаточно для наших ножек.